Доброго времени суток, дорогие друзья. Такая уже сегодня традиция всех приветствовать, кто смотрит нас в интернете. Рядом со мной сидит человек-легенда. Легенда он потому, что с самого основания ансамбля «Поющие сердца», вокально-инструментального ансамбля, был в этом ансамбле и 23 года руководит уже «Поющими сердцами». Это Виктор Харакидзян. Здравствуйте, Виктор. Сегодня мы встретились, поговорили о многом уже, и Виктор приоткрыл частичку своей души. Мне бы хотелось, если можно, попросить вас повторить рассказ о том, как вы, объехав много стран, долгое время не могли побывать в Армении, и вот конкретно о поездке в Армению. Это самое интересное, что вот многие не знают. Понял. Значит, «Поющие сердца» объездили около 50 стран мира. Я так с ними объездил 50 стран, включая Африку, Латинскую Америку, Европу. Говорить о союзных наших республиках даже не приходится, потому что, естественно, мы везде побывали на их юбилеях, на праздниках страны там и прочее, прочее. Но за все это время мы ни разу не были в Армении. Даже иногда случались, что поездка должна быть в Армению, представляешь, и вдруг по какой-то причине она отменялась. И так прошло много времени, я уже с этим смирился, что никак не могу попасть на свою родину. Я не видел Армении, не был ни разу ни в Ереване, ни в окрестностях. Прошло очень много времени, уже и распадались «Поющие сердца», и опять, значит, собирались, и уже 2000-е годы, все никак не получалось. И я пробовал тоже, да, через Москонцерт, но уже было намного сложнее, так как Советский Союз развалился. Мы уже не могли никак, и не были в Армении. Прошло много времени, и все-таки, когда мне исполнилось уже 74 года, мы решили все бросить и все-таки меня свозить на родину. Вот мы с женой поехали, полетели. 2 недели это были какие-то волшебные дни, потому как вот я всегда говорил, что меня кто-то не пускает в Армению, а тут, видно, кто-то, тот самый кто-то, видно, разрешил. И так как это произошло, все шло настолько гладко, мы многих вещей не могли там посмотреть из-за того, что не могли найти, там навигатор не вел или еще что-то. Появлялся откуда-то человек, и нам указывали местонахождение данного объекта, который нам нужен. Также повезло мне в этой поездке, что есть такой храм, Гарни называется. Он не только действующий храм, но он еще и является музеем. Единственный храм, куда нужно приобрести билеты, куда мы и поехали. И посетив храм, гуляли, смотрели красоты, все это в горах, в ущельях, все это здорово. И вдруг я услышал волшебный звук дудука, который слышался из храма. Естественно, я все бросил и туда. Увидел человека, на нем концертный пиджак. Я, конечно, подошел, он разыгрывался в этот момент. Я подошел с вопросом: скажите, извините, но я не мог к вам не подойти, услышав волшебный звук древнего армянского дудука. Я сам армянин, я приехал из Москвы, я впервые в Армении. Он говорит: тогда, друг, подожди. И он для меня специально стал играть. Ну, настолько жалостная мелодия была, что я расплакался.
Но потом мы уже анализировали, посмотрели видео, жена, кажется, снимала видео. Но этим не закончилось. Он отыграл 1-2 куплета, потом увидел, что я плачу, остановился, перестал играть и говорит: друг, Арам Хачатурян сказал, дудук – это единственный инструмент, который может вышибить слезу. И, положив руку на плечо, говорит: друг, ты на правильном пути. Вот так мы познакомились с этим человеком. Прошло много времени, и еще один друг, который до меня побывал в этом храме, купил у этого дудукиста, его звали Пацкан, купил у него инструмент, чуть дешевле, чем он хотел. Тот ему сказал: значит, если ты не научишься играть, я тебе, конечно, цену уступлю, но если ты не научишься играть, я тебя прошу, подари, пожалуйста, этот инструмент своему другу, армянину. И спустя 5 лет после этих слов мы не случайно, я опять проснулся, оказываемся у этого человека на дне рождения, на его 50-летие, тот, который купил этот дудук. И в свой день рождения, он накануне моего, значит, дарит мне этот дудук. И, естественно, вот это зерно в меня, как говорится, заложил. И с этого дня, я даже помню все числа. 31-го это было, мы ночь провели, значит, на его дне рождения. А утром 1 августа я взял дудук и начал из него пробовать извлекать звук. И вот теперь по сей день я его стараюсь вообще из рук не выпускать. Да, и сегодня хотелось бы, чтобы, если можно, для нас вот эксклюзивно несколько нот услышать этого прекрасного инструмента, что-то армянское, потому что здесь он вроде как зазвучал в кафе лучше. Правда, и на радио он прозвучал, но здесь он как-то раскрылся. Ну, попробуем сейчас, если получится, если он ответит. Можно? Вот. Извлекаем. Конечно, нужно. Браво. Браво. Я хочу сказать, что в Москве мало людей, которые добились успеха и которые что-то из себя представляют, скажем, как в эстраде, в шоу-бизнесе или в каких-то сферах. Мало людей, которые вас не знают. И мало людей, которые не считают вас одним из таких, как сказать, экспертов в своем роде, потому что вы из Мусконцерта, вы знакомы были лично с такими людьми, и для вас писали такие композиторы, которых сегодня складывают легенды. И вот мне хотелось бы, чтобы вы еще коротко, если можно, вспомнили момент, когда вы в Грозном познакомились с одним просто величайшим человеком. Да.
В 1969 году я со своей группой, конечно, тогда ни о каких поющих сердцах и даже в помине не было мыслей. Вот, тогда только зарождались тоже вокально-инструментальные ансамбли, уже были, да, там веселые ребята в то время были, уже песняры были на подходе, голубые гитары. А я в это время был на гастролях от Маяковской филармонии в городе Грозном, куда приехал Муслим Магомаев в гости к своей бабушке. Местное, значит, правительство узнало, что приехал сам Муслим Магомаев. Кстати, он начинал в городе Грозном, в филармонии Грозненской. Первые свои тоже шаги делал. Вот. Ну, естественно, стали его уговаривать, чтобы он дал хотя бы один концерт Для жителей. в городе. Да. Ну, когда более серьезно зашел разговор о том, что он вроде как не хотел, а потом дал согласие, ему предоставили Грозненский, значит, симфонический оркестр, но стала проблема, нужна ему была рок-группа, потому как он, значит, пел первое отделение, ну, классическое, там, классические произведения, там, ну, итальянские в основном, после как раз обучения в Италии, он это делал просто великолепно, потрясающе. Тогда был самый расцвет его Конечно, популярности. вообще. Вот. И что я хочу сказать? Ну, естественно, сказали, ну, у нас тут есть рок-группа, которую мы сейчас освободим, концерт снимем, тебе дадим. В общем, так и получилось. Мы познакомились, порепетировали, и, естественно, вечером был концерт. И нам приятно было еще то, что об этом узнал Полат Бюльбюль-Аглы, другой азербайджанский певец, не менее, да, известный. Вот. И, собственно говоря, он тоже приехал на концерт этот Магомаева. Вот так состоялся концерт, в котором, собственно, мне удалось или пришлось, или повезло, да, такое знаковое, судьбоносное. Вы сфотографировались тогда с ним, нет? Да, я специально пригласил фотографа, но когда он принес кадры, они были настолько интересные, но я тебе пришлю, ты сам, да, там можешь разместить. Вот, это, конечно, надо указывать, что... Что это вы, да? Да, как это, раньше присылали фотографию с курорта, там, человек жене присылает фотографию и пишет, значит, он на Ишаке снялся, сидит, и пишет подпись снизу, говорит, Люся, сверху это я. Понимаешь, такие были неразборчивые фотографии. Вот у меня таких парочка, значит, фотографий осталось. Вот. А что касается известных композиторов, да, мне повезло. Есть, был такой прекрасный композитор Богословский Никита. Очень, очень известный, очень много песен написал. Может быть, кто-то помнит такую песню «Темная ночь». Я думаю, что ее помнит не только наша страна. Да, да, да. Это Богословский. Мы с ним записали целый фильм. Фильм называется «Сос над тайгой». Там все песни и вся музыка исполнена ансамблем «Поющие сердца». Естественно, это был Богословский. Второй фильм с известным человеком – это Марк Менков. Это уже 1975 год, 1975 год. Фильм назывался «Мы Архимеды», где, ну, музыкальный фильм, где «Поющие сердца» сделали то же самое, спели все песни за артистов и, собственно, исполнили всю музыку. Вот я, к сожалению, не смотрел, не слышал об этом фильме. Надо Хорошо, будет хорошо. обязательно Хорошо. знакомиться. А ты такой фильм помнишь? Это «Веселая планета». Ну, такой слышал, Помнишь, кажется. помнишь там песня, где помнит, нет, Ну, это известно, да, конечно. Помнит минут каждый, счастье встретить однажды. Помнишь? Да, такое? да, 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 да. А кто поет «Поющие сердца»? За артистов, да. Там тоже почти все исполнено нами. Единственная песня там, где поют песняры, это песняры. Все остальные песни за кадром мы исполняем. Так что мы еще и с Тукмановым успели вот таким вот.
Я хочу сказать, дорогие друзья, те, кто нас слышит, что для меня вот большое счастье, большая честь быть знакомым с Виктором Харакидзяном. Потому что как-то мы один раз встретились, второй раз где-то за чаем встретились, да, попили чай, поговорили. Вот. И он Сегодня смотрит, праздничный третий. да, смотрит мои какие-то видео, интервью с его знакомыми, с многими, и пишет коротко, обычно лаконично: класс, когда Да, смотрит. Вот, поэтому я особенно благодарен за то, что вы сегодня пришли. И хочу еще раз пожелать творческого долголетия, вот, и такого, знаете, счастливой жизни, потому что у вас замечательная семья. Дай Бог, чтобы ваш внук вас радовал своими успехами, который поступает сегодня в ГИТИС. Вот, чтобы ваша семья всегда была вот такой, какая она сегодня есть. И вы, знаете, являетесь для меня, например, примером человека, который, в жизни которого произошло столько событий, что хватило бы, наверное, как минимум на десяток счастливых жизней. Поэтому здоровья вам, благополучия и еще раз здоровья. Это был Виктор Харакидзян и Виктор Тартанов. Всем всего доброго. Виктор, взаимно. Те же пожелания. Спасибо.